Здравствуйте, уважаемые коллеги, меня зовут Павел, это магазин Мир Модели на Марата 86. Сегодняшнее наше занятие мы посвящаем нарезанию расшивки. Для этого мы используем такой известный в модельных кругах инструмент, как скрайбер. Здесь я вам покажу, находится вот таких вот два инструмента. Под нашей традицией я их обозначил вот так вот такими бумажками. В данный момент вы можете найти их на сайте. Вот. Эти скрайберы предназначены для нарезания расшивки уже, как я сказал. Здесь еще находится один скрайбер. Это изделие наших умельцев, моделистов, которые приспособили его для своих нужд. Значит, зачем, в принципе, нам нужно выделение расшивки? Я уже год назад снимал передачу про выделение расшивки. Тем не менее, возникло очень много вопросов по этому поводу. Непосредственно я хочу показать вот на этой модели. Вот эта вот модель. Это B25 Mitchell от фирмы Академия. Современные модели, которые выпускают последние где-то 10-15 лет, отличаются высокой детализацией. В качестве высокой детализации относится и нанесение самой фирмой-производителем тонко аккуратной расшивки, лючков и прочих элементов, которые позволяют приблизить модель непосредственно к ее оригиналу. Но, как показывает практика, при сборке модели многие швы затираются, расшивка пропадает. И очень часто модельные фирмы, желая, скорее всего, немножко облегчить процесс сборки моделистам, некоторые элементы расшивки лючков теряют. Может быть, даже в процессе того, чтобы облегчить себе производство данной модели. Поэтому мы используем вот такие, вот, как я уже показал уже только что, инструменты для восстановления расшивки и, допустим, добавления той же расшивки в тех моментах, где ее нету. Многие моделисты собирают модели с использованием чертежей. По этим чертежам они устанавливают расшивку. Сначала хочу немножко объяснить про скрайбер. Этот, как я уже вам говорил, уже скрайбер от фирмы Tamiya, широко известный. Его история заключается в том, что он пришел к нам из промышленности, где на большом производстве рабочие пакуют большие заготовки пластика для пресса. В нужный момент, буквально вот таким вот образом, по линейке или по каким-то размерам делали вот такие вот надрезы. Вот таким вот образом. Причем хочу обратить внимание, что скрайбер, правильно заточенный, должен обязательно давать стружку. Вот таким вот образом несколько раз проходили, и потом вместе надреза отламывали. Вот таким вот образом они использовали данный инструмент. Прошли годы, моделисты и модельные фирмы уменьшили этот же скрайбер до таких размеров. И теперь у нас есть устройство, которое мы можем использовать в своих модельных целях. Вот, например, тот же инструмент фирмы Tamiya. Здесь режущая кромка. И по хорошей традиции здесь еще имеется дополнительное лезвие. Хороший инструмент, пользуюсь им очень много. Им можно пользоваться как с использованием ручки, как я уже только что показал, а можно использовать его, держа просто в руках. Итак, уважаемые коллеги, сейчас я вот на данной модели B25 Mitchell покажу непосредственно восстановление расшивки. В процессе склейки здесь вот в этом месте образуется шов, который зачищается. Естественно, вот здесь вот в этих вот местах расшивка пропадает. Соответственно, восстанавливаем ее с помощью данного устройства. При этом нам нужно обязательно использовать дополнительные инструменты, потому что если мы будем делать это без
так называемой гибкой линейки, у нас есть большая вероятность того, что расшивка не восстановится, а резак может нырнуть куда-нибудь в какую-нибудь сторону. Это будет, естественно, очень большим недостатком, поскольку данное место придется шпаклевать и потом заново зашкуривать и восстанавливать. Вот. Станет вопрос, где взять такую гибкую линейку. Все это очень просто. Можно использовать такого плана, маленькие такие вот сантиметры. Он режется ножницами хозяйственными, и у вас есть гибкая линейка, которая позволит вам, она не позволит вам использовать в криволинейных поверхностях, но по крылу, по фюзеляжу, по каким-то элементам вы можете спокойно ее использовать. То есть вот так, как уже сказал, вот у меня в данный момент находится гиб, который можете купить в любом хозяйственном магазине. Вот, мы прикладываем ее по видимой нам расшивке и вот таким вот образом вот наносим расшивочку, восстанавливаем ее. Естественно, она немножко чуть-чуть махрится. Это мы убираем потом в дальнейшем наждачной бумагой. Хочу ваше внимание обратить вот на что. В данный момент качество выделения расшивки, нанесения ее, зависит еще от пластика. Наиболее лучшими пластиками является пластик фирмы Tamiya, фирма Hasegawa, фирма Dragon. Пластик фирмы Italeri является очень мягким, поэтому он хорошо обрабатывается. Из-за этого очень часто на моделях именно фирмы Italeri часто бывает такой вариант, когда расшивка является либо неполной, либо недостаточно глубокой. И приходится, перед тем, как модель уже собрана, но до грунтовки, приходится ее, вот эту вот расшивочку, выделять. Мы берем просто и вот по всем вот расшивкам мы аккуратненько проходим. Немного ее выделяем. После этого опять же ее немножко можно этим самым использовать наждачную бумагу, либо какую-нибудь жесткую ненужную зубную щетку. Вот. Теперь мы рассмотрим тот случай, когда расшивка не является так называемым в заводском виде. Вам нужно, допустим, использовать и нанести какой-нибудь элемент расшивки. Понятно, что здесь нужно обязательно использовать готовые уже к работе чертежи. Они должны быть отмасштабированы, чтобы вы могли точно знать, в каком месте и где должна проходить эта линия расшивки. Я использую для этого опять же вот уже гибкий элемент. И вот, допустим, вот нам здесь вот нужно обязательно вот таким вот образом мы карандашом сначала отмечаем место. Вот. Затем хочу обратить ваше внимание на следующее. Гибкая линейка является очень скользким элементом. На пластике она будет скользить, поэтому ее необходимо закрепить, допустим, небольшим кусочком всем хорошо известного томеевского скотча. Вот, допустим, мы ее вот таким вот образом прижимаем. После этого она у нас перестает скользить, потому что как бы вы ее ни держали, она все равно соскользнет. Расшивка должна иметь прямую линию, здесь она у вас будет криволинейной, что является опять же недостатком. Опять же мы берем для полноты картины, я вот могу использовать вот такой вот. И вот таким вот образом, опять же, обращаю ваше внимание на то, что с небольшими нажимами проходим 2-3 раза. Каждый раз вот выходит вот такая вот стружка. И у нас в этом месте появляется вот такая вот уже четкая расшивка. Опять же, ее можно и нужно обязательно немножко обработать наждачной бумагой. Иногда, как я уже сказал, некоторые фирмы используют различный пластик, и бывают такие случаи, когда края расшивки начинают очень сильно махриться. Такая как бы получается небольшая, очень неровная поверхность. Поэтому я еще раз говорю, что можно либо пройти наждачной бумагой, либо можно использовать, пройти там зубочисткой, зачистив края, но можно также использовать такой очень простой элемент, как пролить, допустим, эту расшивочку жидким клеем фирмы Tamiya, сверхтекучим клеем. То есть вы берете кисточку, вот, капаете сюда, и она
как бы делает ее более ровной. Так ее можно пройти несколько раз, потом все равно сам самолет перед грунтовкой вы все равно будете зашкуривать. Поэтому потом в дальнейшем вот эти все элементы, потеки клея, они, естественно, исчезнут в последующих ваших модельных операциях. Ну вот. На что бы еще хотел обратить внимание. Очень часто на модели, в частности, это очень применимо к авиации, большое количество на фюзеляже, на крыльях лючков. Они, как правило, все овальной формы, круглой. Вручную такие элементы сделать очень сложно, поэтому вам в помощь будут интернет-магазины, в которых возможно приобрести вот такие вот шаблоны. К сожалению, в продаже нашего магазина данной продукции нету. Я надеюсь, что в дальнейшем мы такую продукцию будем приобретать. Эти устройства позволят, опять же, уже с выше означенными ланскрайберами, допустим, нанести вот какие-то вот элементы, допустим, вот, например, какой-нибудь вот лючок вот таким вот образом. Сначала мы используем какой-нибудь, ну, я в данном случае использовал такое устройство, можно использовать шило, заточенное острую, что-то типа вот таким вот образом. Мы сначала наносим вот таким вот образом, сначала мы просто царапаем. Это не работа скрайбера. Вот, сначала несколько раз процарапываем. Вот этот вот получается у нас вот такой вот очень пока не привлекательная и некрасивая вещь. Но тем не менее, вот это вот так называемый лючок, он, естественно, сейчас имеет очень неприглядную форму, после чего надо его обязательно уже по вот этой вот расшивке аккуратно пройти вот этим вот так называемым лезвием. Видите, у меня немножко в одном месте сорвалось, поэтому здесь нужно иметь сноровку. Все это только, так сказать, с опытом. Потом, как я уже говорил, я сейчас до конца данный лючок делать, имитацию лючка не буду. Также его потом в конце можно подошкурить бумагой, а можно, как я уже буквально совсем недавно, пару минут до этого показывал, можно пролить это клеем. Видите, вот он, вот у вас получается, вот в этом месте у вас лючок получается. Или, допустим, съемная какая-то панель для доступа к каким-то агрегатам самолета, крыла и так фюзеляжа. Вот, что бы еще хотелось сказать? Хотелось сказать следующее, что каждый моделист должен четко рассчитывать операции сборки. Допустим, самолета есть такие места, куда уже при собранной, допустим, уже вот планер самолета в данный момент собран, почти там полностью. Ну вот, допустим, опять же, вот здесь где-то не хватает расшивки. Вот сюда сейчас будет очень сложно залезть. Это возможно будет сделать, но очень неудобно. Поэтому какие-то операции по нанесению расшивки нужно делать до полной сборки самолета. Ну, я имею в виду модели. Лючков очень много и расшивки очень много в авиации. Намного меньше ее в бронетехнике, но тем не менее там тоже такие вот операции очень часто случаются. Вот. Поэтому мой вам совет: приобретайте вот такого вида скрайбера от фирмы Tamiya, как я уже сегодня вам показал. Вот. Я пользуюсь этим инструментом уже очень длительное время, наверное, ему уже больше 15 лет. Вот. Также можно использовать вот такой вот скрайбер, с удовольствием я использую. Это новинка нашего магазина, появился он у нас совсем недавно. Тоже с большим удовольствием, большим успехом он используется. Вот. Кроме того, очень много, часто моделисты делают приспособления вот такого вида. Их объединяет всех одно и то же. У них у всех есть острая кромка в виде клюва хищной птицы. Очень часто его в простонародье называют клювик. То есть непосредственно при воздействии на обрабатываемую поверхность она
повреждая ее, делает вот такое вот как бы углубление, которое мы здесь моделисты и называем расшивкой. Ну вот, дорогие друзья, подводя итог нашей сегодняшней встречи, я сегодня вас познакомил с нанесением расшивки. В арсенале каждого моделиста должен быть обязательно инструмент, которым нужно наносить расшивку. Я вам сегодня показал инструмент фирмы Tamiya, а также изделия вот такого плана. Можно использовать самодельное. Вот. Самое главное, что вы должны не забывать, что вам нужны при этом обязательно вспомогательные элементы, гибкие линейки, а также шаблоны, которые я вам показывал буквально перед этим. Вот. Шаблон также можно изготовить, в принципе, с помощью пробойников из тонкого пластика. Уважаемые друзья, надеюсь, наше сегодняшнее занятие было очень полезным. Вы узнали что-то новое и, надеюсь, вы это будете применять при постройке своих замечательных моделей. Всего вам наилучшего. С вами был Павел. Всего хорошего.